Приветствую, друзья! В этом видео мы будем говорить, как настроить ваш VDS через vultr.com. О том, для чего нужен VDS, это Virtual Dedicated Server, мы проговаривали в нашем мини-курсе, а также в других видео. То есть в целом, когда вы регистрируетесь на сайте amazon.com, то и не находитесь на территории США, то сайт Амазона или система Амазона, она контролирует и проверяет, откуда вы заходите на ее сайт. И если вы пытаетесь зарегистрировать свою американскую компанию на сайте amazon.com, при этом находясь в другой стране, то это очень просто видно через ваш IP-адрес. Соответственно, система Amazon это фиксирует. Возможно, на бэкграунде ставит какой-то чек или тип, или флажочек о том, что ваша заявленная страна, откуда вы регистрируете аккаунт, и ваше фактическое место расположения не соответствует. Это может привести к тому, что ваш аккаунт начнут более детально проверять, запрашивать больше документов, делать дополнительные верификации, чего мы хотим избежать как начинающие продавцы. Поэтому, если вы в первый раз регистрируете ваш Amazon аккаунт, то мы очень рекомендуем использовать сразу изначально VDS. Также мы получили от наших учеников, подписчиков такой вопрос, о том, что нужно снять туториал про то, как его настраивать. Итак, здесь у меня сайт vultr.com. Здесь регистрируйтесь. Можете пройти, кстати, по ссылке под этим видео. Тогда получите $100 бонусом на ваш аккаунт. После того, как вы зарегистрировались, нажимаете плюсик Deploy New Server. Сделать это вам нужно будет всего лишь один раз, а потом просто поддерживать. Итак, здесь есть очень много разных характеристик. Начнем с самой стандартной, которая будет достаточно для регистрации вашего аккаунта. Итак, выбираем Cloud Compute. Дальше здесь уже на ваш выбор, здесь влияние на цену где-то около $2,5, но так как мы не разработчики и на самом деле пользоваться вы будете этим VDS, когда будете регистрироваться на ваш Amazon аккаунт, и также и когда будете добавлять новых разработчиков, какие-то приложения синхронизировать с вашим Amazon аккаунтом. И, возможно, также заходить на такие сервисы, как Pioneer, которые тоже отслеживают ваш IP-адрес. Соответственно, вы будете заходить примерно раз в неделю, может быть и того реже, в зависимости от объема вашей работы. Да? Поэтому выбираем здесь пока самый дешевый вариант, это Regular Performance. Следующее, выбираете место расположения непосредственного сервера. Здесь нужно выбрать именно тот город, где вы зарегистрировали вашу компанию. Однако, например, если вы регистрировались в Вайоминге, то тут нету сервера в Вайоминге. Если вы регистрировались в Техасе, соответственно, выберите Даллас. Здесь важна не близость к зарегистрированному адресу, а постоянство. Поэтому, в принципе, можете выбрать любой американский город, например, Сиэтл или, скажем, Нью-Джерси, да? Нью-Йорк. После того, как вы выбрали сервер, где он будет располагаться, следующее, это мы выбираем операционную систему. Здесь очень много разных операционных систем, но нам нужна самая стандартная, это Windows. Тут есть Core Standard и просто Standard. Я выбираю обычный стандарт и не самую последнюю версию, потому что зачастую они бывают не апробированными, не полными. Лучше выбрать попроще, например, 19 год, а то и может быть 16. Ну, здесь на ваше усмотрение. Выберем 19 год и добавляется $14 за установку Windows. После этого вы выбираете размер памяти. 55 гигабайтов SSD. Это самый минимальный объем памяти для вашего сервера. Выбираем его, потому что больше нам в принципе не нужно, и вот этого объема хватит с лихвой, потому что все, что вы будете делать, это пользоваться 2-3 сайтами, скачивать маленькие файлы и так далее. По поводу бэкапа, я думаю, что делать его не нужно, потому что вы не собираетесь хранить какие-то базы данных, и
это в принципе не обязательно платить за это. И здесь важна дополнительная функция, как раз таки предоставление IP-адреса, про который мы говорили. Обязательно поставьте сюда галочку, чтобы был присвоен IP-адрес к вашему VDS. Также поставьте вторую галочку о том, чтобы этот IP-адрес, который будет присвоен к вашей машине, он не был публичным. Вы знаете, что, например, почему VDS лучше для этих целей, чем простой VPN. Потому что если даже вы возьмете самый обычный платный VPN, то получая IP-адрес, например, в Америке, да, то этот IP-адрес, он зачастую бывает публичным, и этим IP-адресом пользуется очень много людей. Из-за того, что это услуги VPN, то, скорее всего, некоторые из пользователей там пользуются какими-то там запрещенными сайтами или, может быть, что-то делают там не очень, да, супер легально, и поэтому эти адреса, IP-адреса, у них их качество в сети, грубо говоря, ниже. Я не технический специалист, но примерно, как бы, насколько я понимаю, вам рассказываю. Поэтому, если вы даже будете пользоваться VPN, то, скорее всего, у вас будет постоянно меняться ваш IP-адрес, и это нехорошо для вашей верификации, для стабильности вашего Amazon аккаунта. Поэтому лучше выбрать вот VDS, получить выделенный или отдельный IP-адрес стабильный и работать через VDS. Другой вопрос, если вы возьмете VPN и получите по нему выделенный IP-адрес, то есть это будет не публичный тоже IP-адрес, который будет присвоен только вам. Но в основном это стоит тоже дополнительных денег, поэтому здесь мы сейчас разбираем именно настройки Vultr и настройки VDS, поэтому здесь обращаю ваше внимание, что здесь нужно поставить вот эти две галочки обязательно. И вы получите IP-адрес, который будет присвоен к вашему VDS. Когда вы будете заходить на сайт Amazon, Payoneer и других сайтов, то он не будет вызывать подозрения. Таким образом вы избежите дополнительных проверок. Дальше просто пишите просто название, например, или если у вас несколько аккаунтов, несколько VDS, то можете там, как вам удобно назвать. После этого нажимаете Deploy Now. Делаете оплату, или оплата списывается с ваших бонусных $100, которые вы получили. И буквально через минут 5-10 устанавливается Windows, и вы можете продолжать работать. Теперь покажу, как заходить в ваш VDS. Итак, переходите во вкладку «Продукты». Здесь мы видим тот сервер, который у нас уже запустился. Он установлен и запущен. Заходите на три точки, нажимаете на Server Details. И здесь у вас все данные для того, чтобы подключиться к этому серверу. То есть этот сервер виртуальный, и к нему вы можете подключиться из любой точки, где есть интернет. Но для этого нужно сделать несколько настроек. Итак, переходим в Microsoft Remote Desktop. Это есть и как на Mac, так и на Windows. Открываем его. Добавляете сюда компьютер, пишите Add PC. Теперь, где PC name или IP-адрес, вставляете вот этот IP-адрес, который у вас есть. Давайте его скопируем. Вставляете его. Потом делаете Add New User Account. Добавить нового пользователя. Сюда добавляете название. Например, то есть ваше имя, username, это administrator, пишите сюда. И добавляете password. Копируете его отсюда и вставляете. Можете сделать сюда название, по которому вы определите, что это именно этот, например, компьютер, да, VDS, MyVDS. Нажимаете Add. После того, как вы добавили пользователя, вы выбираете его из этого списка. Лучше это сделать один раз, чтобы после этого вы автоматически могли заходить. И теперь достаточно просто 2 раза кликнуть, чтобы к нему подключиться. Это вы можете, зная вот эти данные, вы можете подключаться с любого компьютера, с любой точки, везде, где есть интернет. Но для Amazon, например, или для Payoneer, это будет всегда один и тот же компьютер с одним и тем же понятным IP-адресом. Соответственно, это предоставляет вам свободу в передвижении, не надо быть
привязанным к одному компьютеру. Здесь просто такой запрос на подключение. Нажимаете Continue. И вот мы подключились к нашему компьютеру. Так, я не знаю, видно ли вам сейчас, но я сейчас вижу Windows, к которому я подключился. Новое окно, то есть новый компьютер. И, соответственно, когда вы закроете его, то выйдете из этого компьютера. Вот таким образом вы работаете. После того, как вы зашли в свой VDS и открыли Windows на вашем VDS, там вы открываете или устанавливаете точно так же, как и на любом компьютере, где установлен Windows. Скачиваете Google Chrome и с этого браузера можете заходить на адрес amazon.com, Pioneer и пользоваться этим VDS. Скорость компьютера зависит от той модификации, которую вы выбрали, но даже на минимальных характеристиках этого будет достаточно. Второе, нужно иметь стабильное подключение к интернету, непосредственно, которое установлено на вашем компьютере. То есть VDS у вас используется для вашего основного аккаунта Amazon. То есть когда вы заходите для регистрации Amazon, иногда требуются права, чтобы скачать какие-то отчеты по налогам, отчеты по оплатам, подключить какие-то новые приложения, да, предоставить доступ к приложениям. Вот для вот этих целей вы будете использовать ваш основной аккаунт и VDS. Из-за того, что VDS он немного притормаживает, то постоянно работать через такую систему не очень удобно. Поэтому для ежедневных задач, чтобы работать по чек-листу, да, проверять сообщения, открывать эйсины, проверять продажи, смотреть другие отчеты по вашему инвентарю и так далее, да, добавлять шиппинг-планы те же самые, их отслеживать. То есть для каждодневной работы удобнее было бы заходить со своего компьютера. Но ваш компьютер не находится в США. Соответственно, как это обойти, грубо говоря, и как установить приложение на ваш сотовый телефон, чтобы Amazon его не блокировал и не думал, что то же самое, что вы находитесь в США. Вы добавляете дополнительных юзеров в ваш аккаунт Amazon. То есть используйте другой email. После того, как вы добавили себя как юзер, вы можете установить его в своем приложении Amazon Seller. Его можно скачать и в iOS, и в Android. Также вы можете уже заходить через свое соединение в вашей стране без использования VDS на сайт Seller Central и использовать его добавление эйсинов, шиппинг-планов и так далее. Вот таким образом вы сможете безопасно зарегистрировать и пользоваться Amazon Seller Central через использование VDS, а также добавить себя как пользователя, как юзера дополнительного в свой Seller Central и пользоваться уже без дополнительного соединения через VDS для ежедневных задач. Вот, надеюсь, этот туториал был для вас полезен. При регистрации на Vultr через ссылку под этим видео вы получите $100 бонусом на ваш аккаунт.